Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Суд швейцарского кантона ЦУГ утвердил мировое соглашение компании Nord Stream 2 AG, оператора Северного потока-2. Борис Леонидович, что это значит на фоне того, что новый канцлер Германии заявил о том, что Северный поток-2 не лицензирован и это не должно меняться? А вот потребители газа в Германии говорят о том, что хотелось бы заново пустить российский газ. Ой, история становится с каждым годом все более запутанной. Давайте отмотаем, чтобы вспомнить, что к чему. М, Швейцарский кантон ЦУХ, дважды использованный. В нем зарегистрирована и компания Nord Stream, и компания Nord Stream 2. Буквы АГ там добавьте по вкусу, я не немец, мне все равно. Nord Stream 2 от Nord Stream без номера отличается составом акционеров. Если акционеров в Nord Stream 6 юридических лиц, то в Nord Stream 2 АГ ровно один – «Газпром». За что отдельное спасибо, надо сказать, нашим немецким не партнерам, а польским нашим братьям-славянам, которые нам немножечко помогли с юридической точки зрения. Дело в том, что после того, как было принято окончательное инвестиционное решение о строительстве Северного потока-2, последовала заявка в Европейский суд по конкуренции, есть у них там такой, от польского оператора газотранспортных сетей. Жалоба была связана с тем, что состав акционеров Nord Stream и в Nord Stream 2 практически совпадает, и это нарушение конкуренции. Расчет был явным образом на то, что будет подан встречный иск, и в результате юридических споров реализация проекта на пару лет будет затянута, потому что суды в Европе работают так, как работают. Ответ со стороны газовых компаний, которые были заинтересованы в этом проекте, был асимметричным. Было заявлено, что здесь ровно один акционер, а мы, пятерка европейских компаний, просто инвестируем в строительство, не являясь акционерами. Пятерка акционеров, не акционеров, а именно инвесторов. Это две немецкие компании, Wintershall и Uniper, австрийская ОМФАО, французская NG и, как он считается, англо-голландский Shell, Royal Dutch Shell. Договоренность инвестиционная была, сметная стоимость строительства 9,5 миллиардов долларов пополам. 50% вносит «Газпром», будучи акционером, ему это удобно. И вот они. А дальше начиналась коммерческая тайна, которая не разгадана до сих пор. То ли 50% акций находятся в залоге у этих европейских компаний, то ли не находятся. Но так или иначе, Nord Stream 2 АГ открытым акционерным обществом не является, поскольку единственный акционер, соответственно, проверить через какие-нибудь биржевые котировки, как там что выглядит, тоже невозможно. Имеет на это полное право. После того, как пьяные украинские ныряльщики что-то там взорвали, ну, по крайней мере, такая версия нам подана, все остальные ни при чем. Тут ребята резвились, за рыбками гонялись, заодно порвали 3 трубы. Nord Stream 2 АГ, ну, какая у него деятельность? Никакой. Подал заявку о приостановке деятельности. Соответственно, как в любом другом царстве-государстве, возникает вопрос, не осталась ли компания, которая желает прекратить свою деятельность, кому-нибудь должна. Если должна, будь добра, рассчитайся. Если не можешь рассчитаться, будет банкротное производство, никуда ты от этого не денешься. При этом известно, что одна нитка Северного потока-2 цела, и в том случае, если была получена лицензия на работу, в принципе, можно запускать. Ничего с ней не произошло, как выяснилось. И вот здесь мы опять возвращаемся в 2019 год, когда Еврокомиссия изменила текст третьего энергопакета, одно из его положений, та самая, ну, теперь это слово, наверное, уже все забыли, анбандлинг. Если компания является владельцем магистрального трубопровода, то газа собственной добычи или импортируемого газа в этой трубе не может быть более 50%. А все остальное должны прийти независимые поставщики и занять оставшиеся 50% мощности. До 2019 года, то есть до принятия окончательного инвестиционного решения, текст выглядел именно так. В 2019 году задним числом правила изменили. Если раньше это требование
касалось только трубопроводов внутри территории Европейского Союза, то в 2019 году решили, что оно касается и импортных газопроводов. То есть вне зависимости от того, откуда проложена труба, в ней должно быть не более 50% газа той компании, которая его строила. И поскольку акционеров в Nord Stream 2 АГ ровно одна штука, «Газпром», он же владелец трубопровода, он же владелец газа, и немецкое правительство не дало лицензию. Лицензию должно давать правительство той страны, в которую первый входит по своему маршруту газопровод. Nord Stream, Северный поток-2, как известно, приходит в Германию, дальше там по наземным продолжением растекается по всей Европе. Ну, лицензия не была получена, потом была история с любимой турбиной Хера Шольца, дальше взрыв и остановка деятельности. Вот такая предварительная история. По законам Швейцарии дело о банкротстве должно быть проведено в течение полугода, и раз за разом суд кантона Цух давал отсрочку. Не знаю, соответствует это там швейцарскому законодательству или это какой-то набор исключений один за другим. Предыдущее заседание было в январе этого года. Тогда появилось решение суда о том, что в течение полугода «Газпром» обязан рассчитаться с мелкими поставщиками, предоставить копии платежных документов и явиться на следующее заседание суда. Поэтому, опять же, срок достаточно забавно. Заседание суда совпал с 9 мая. Так получилось. Если прочитать тот текст, который мы видим, по крайней мере, на русском языке, согласно решению суда кантона Цух по делу ЭН 2022-2 от 9 мая 2025 года, пункт 1. Мировое соглашение, заключенное между Nord Stream 2 и ее кредиторами 30 апреля 2025 года, включая приложение номер 1 и номер 2, было одобрено судом. И пункт номер 2. Решение суда может быть обжаловано в установленном порядке. О чем идет текст, догадаться достаточно сложно. Ну, давайте попробуем. Опять же, Максим, у вас юридическое образование, вы сейчас подскажете, что все это значит. Вот на мой непросвещенный с юридической точки зрения взгляд, это означает, что действительно со всеми мелкими поставщиками, то есть теми, кто оказывал какие-то услуги в порту, теми, кто еще какие-то, не знаю, в офисе оказывал услуги, с ними со всеми рассчитались, у суда претензий нет. А дальше идет вот эта странная фраза: «Мировое соглашение, заключенное между Nord Stream 2 АГ и ее кредиторами 30 апреля 2025 года». Что это означает? На мой взгляд, это означает, что мировое соглашение подписано в Nord Stream 2 АГ с ее крупными кредиторами. Крупных кредиторов, напоминаю, 5 штук. Европейские компании, 2 немецкие, Uniper и Wintershall, одна французская ОМV, французская NG и англо-голландская Royal Dutch Shell. Были там акции в залоге, не были, есть мировое соглашение. Разумеется, суду нет никакого дела, нет никакой необходимости публиковать текст этого мирового соглашения. Ему принесли документ, претензий не имеем. Все, что остается, спросить представителей компании, претензий нет? Нет. Все, будьте добры, оплатите государственную пошлину, и больше мне до вас дела никакого нет. По старым долгам мелким поставщикам рассчитались, с крупными есть некое мировое соглашение 30 апреля подписанное, о чем никакой информации ни в какой прессе найти невозможно. И вопрос, откуда «Газпром» взял деньги или каким образом он договорился с этой пятеркой европейских компаний, суд задавать тоже не будет. Суд интересует только сам факт, что мировое соглашение подписано, все в порядке. Так или не так с юридической точки зрения? Может вот такой вариант быть? Вполне может, и как бы необязательность к публикации, оно и закладывает некий интерес. Какова будет дальнейшая судьба? Ну вот размышляем дальше, по-прежнему находясь вот в такой зоне догадок, прогнозов и гаданий на кофейной гуще. Разумеется, суд кантона Цух совершенно не интересует, каким образом «Газпром», единственный акционер Nord Stream 2 АГ, добился этого мирового соглашения с крупными акционерами. Заплатил денег, где-то поменялся какими-то активами с ними. Вот это точно не дело суда. Дело суда, текст мирового соглашения подписан, претензий у сторон друг к другу нет. Все в порядке. Напоминаю, что неоднократно в прессе муссировались слухи о том, что большой интерес
к Северному потоку-2 проявляет некий американский миллиардер Линч, не Дэвид, я уже не помню, как его там зовут. Он широко известен в узких кругах. В России он присутствовал, участвовал в бюрократических всевозможных тонкостях по делу ЮКОСа, помогал банкротить какие-то предприятия, выкупал, продавал. То есть такой серьезный, крупный спекулянт финансовый, но достаточно хорошо понимающий реалии российского бизнеса. В Америке он известен тем, что был одним из таких серьезных сторонников избрания Дональда Трампа, вносил крупные суммы в избирательную казну и в конце прошлого года подал в Министерство финансов просьбу о том, чтобы ему разрешили участвовать в банкротном производстве компании Nord Stream 2 AG. Просьбу в Министерство финансов, потому что со стороны Министерства финансов Соединенных Штатов рестрикции в отношении Nord Stream 2 AG имели место быть, то есть чтобы поприсутствовать, нужно отдельное разрешение. Информация о том, получено было это разрешение или было не получено, нету. То есть у нас вот таких дырок, если мы пытаемся разобраться в этом деле, достаточно много. Неизвестно, каким образом подписал Nord Stream 2 AG мировое соглашение, и, в общем-то, даже непонятно с кем. Из текста решения суда опубликованного это совершенно не ясно. С некими компаниями мировое соглашение 30 апреля. Что там, как там, неизвестно. Неизвестно, присутствует ли в деле Линч. Если исходить из того, что «Газпром» нашел деньги для того, чтобы рассчитаться с европейскими компаниями, возникает вопрос. «Газпром» это извлек из своей прибыли? Вроде бы не похоже, потому что по итогам 2024 года «Газпром» показал достаточно серьезную прибыль. Там деньги заработаны, и если бы оттуда ушла вот такая крупная сумма, а 50% от 9,5 миллиардов долларов, это, ну, грубо говоря, 4,75 миллиарда долларов пересчитать на рубли, такая дырка в бюджете бы, наверное, была бы заметна невооруженным глазом. Значит, не исключено, что деньги либо заняты, либо получены еще каким-то путем. Представить себе, что «Газпром», обложенный европейскими санкциями, нашел деньги, ну, допустим, где-нибудь в Китае, ну, теоретически возможно. Что совершенно ненаучно, это какие-нибудь кредитные ресурсы, полученные в российских банках. У нас в России, напомню, долгоиграющий «Тайфун» с красивым женским именем Эльвира. Здесь денег особо не возьмешь. Но остается третий вариант. Не заключена ли какая-то сделка с мистером Линчем? И не американские ли деньги в ходу? В этом случае выступление Мерца о том, что лицензию компания Nord Stream 2 AG получит никогда, ну, достаточно смелое, поскольку в том случае, если владельцем Nord Stream 2 AG становится американская компания, то все положения третьего энергопакета выполнены на все 100%. Трубопровод принадлежит американской компании, американский газ в нем отсутствует, по крайней мере, Линч не является владельцем этого газа. Соответственно, третьего энергопакета, условия третьего энергопакета, требования третьего энергопакета соблюдены полностью, причин для отказа в лицензировании просто нет. Если ситуация обстоит так, то херра Мерса затаскают по судам, и рано или поздно он все равно вынужден будет эту лицензию выдать. Нет ни одного нарушения законодательства. Что это означает? Может означать. Мы уже неоднократно разбирали. Помимо мистера Линча в деле появляется какой-нибудь мистер Кинч, Ринч, Бинч, и бог его знает кто еще, который подписывает договор с «Газпромом» и, действуя строго по правилам, предусмотренным указом президента России от марта 2022 года, газ за рубли, открывает рублевый счет в наших банках, есть факт оплаты в рублях, газ пошел. Подписать долгосрочный контракт, если это американская компания, никто не может помешать. Это в Европе сами себе запретили долгосрочные контракты подписывать. Подписать договор с привязкой к стоимости нефтяной корзины, это европейские компании не имеют на это права, потому что таково решение Еврокомиссии, американским компаниям этого никто не запрещал. Значит, в этом случае что мы имеем? Владелец трубы мистер Линч, газ в трубе от мистера Кинча.
Мистер Кинч в России купил газ в соответствии с российским законодательством и поставил в Европу в соответствии с европейским законодательством, то есть на основании биржевого ценообразования, которое сейчас формируется на голландской бирже TTF. Все. Сказать, что здесь нарушен какой-то закон, нет, нельзя. Сказать, зачем это нужно мистерам Линчу и Кинчу, ну, тоже понятно. Одна труба работает, полученная лицензия может начинать работать сразу. Полученную прибыль инвестировать во взорванную трубу, удвоить объем поставок и чувствовать себя уверенно. Что при этом будет возражать хер Мерц? Ну, это проблема хера Мерца. Я думаю, что если он еще пару раз съездит в Киев вместе с приятелями из Англии и Франции, он, конечно, что-нибудь выдаст на гора, у него там для этого все необходимое имеется. Именно в поезде обычно хорошие мысли приходят. Мы наблюдали это достаточно четко, на мой взгляд. Что получает Россия? На день сегодняшний объем поставок по Северному потоку-2 равен нулю. В том случае, если объем поставок больше нуля, соответственно, деньги поступают на счета «Газпрома» и автоматически появляются в государственном бюджете Российской Федерации. Плохо или это хорошо? Ну, мы, к сожалению, живем в мире, где на черное и белое делить всю картинку не приходится. У нас все серенькое. С одной стороны, в тех условиях, в которых Россия находится, денег лишних не бывает. У нас есть куда их вкладывать. Несмотря на то, что идут какие-то попытки переговоров в каком-то там Стамбуле и прочее, все равно деньги требуются и больше, чем обычно. С другой стороны, если деньги поступают европейским компаниям, то ничего хорошего в этом нет. Это позволяет им снизить стоимость электроэнергии и так далее, и так далее. Казалось бы. Но если мистер Кинч и мистер Линч будут торговать по европейским правилам, то никакого снижения стоимости не будет. Биржевое ценообразование не предусматривает того, что здесь появляются какие-то скидки. Отсутствие долгосрочных контрактов тоже не предусматривает того, что цены пойдут вниз. Так что, ну, смотреть можно по-разному. Но это тот вариант, который, судя вот по обрывочным сведениям из кантона Цух, по обрывочным сведениям из всевозможной западной прессы, мое отношение к Всемирному информационному агентству один Блумберг сказал, сокращенно АБС, известно, но а вдруг там хоть какая-то толика истины имеется. Почему это выгодно Соединенным Штатам? С двух точек зрения. Мистер Линч не совсем чужой человек для мистера Трампа, так скажем. С другой стороны, надо все-таки присматриваться к тому, что происходит в США. Все эти версии о том, что Соединенные Штаты выдавливали Россию с европейского газового рынка для того, чтобы занять все ниши, ну, действительности не соответствует. Потому что если заглянуть на сайт Управления информацией при Министерстве энергетики Соединенных Штатов, то мы видим, что СПГ оттуда вывозят кто угодно, но не американские компании. Самый крупный покупатель французский Total Energy, на втором месте тот самый Royal Dutch Shell и так далее, и так далее. То есть европейские компании в Соединенных Штатах СПГ покупают на основании американского законодательства, в Европе продают на основании европейского законодательства, зарабатывая на этом там где-то 200% прибыли. Но кто что может сказать? Закон не нарушен, не нарушен. Все в порядке. Наращивать объемы СПГ с учетом того, что кабинет Трампа неоднократно голосами разных своих участников заявлял о том, что намерен участвовать в бизнесе вокруг искусственного интеллекта, а это большое энергопотребление, это необходимость новой и новой генерации. Удобнее всего для Соединенных Штатов строить новые газовые электростанции. С углем не очень хорошо, там и объемы добычи надо восстанавливать, и многие угольные электростанции уже закрыты и заместили газовыми. Объем добычи газа за счет гидроразрыва пласта резко увеличился. Соединенные Штаты по объему добычи на первом месте на планете, порядка 1 триллиона кубометров, но внутреннее потребление плюс поставки в Мексику – это порядка 900 миллиардов кубометров. Если резко увеличить объемы производства и экспорта СПГ, то начнут расти цены внутри Соединенных Штатов. А это невыгодно. В том случае, если проходит вот эта странная комбинация пятиходовая, кантон Цух, американцы, европейцы и прочее, прочее, что видит Европа? Американский газ.
с молекулами свободы, чистый, великолепный, никакого в нем тоталитаризма. Вот открывайте любые бумаги, газ американский. То, что он добыт в России, ну, кого это, собственно говоря, интересует. Юридически американский газ, да. Россия присутствует при этом на европейском рынке? Ну, конечно же, нет. Она же американская компания продает. Какая тут Европа? Ну что, в самом деле. Американская компания покупает газ. Так бывает. Но при этом объем экспорта не растет. На внутреннем рынке все в нынешней ситуации возможность работать на мировом рынке искусственного интеллекта сохраняется при достаточно приличных условиях. Напомню, что если посмотреть на торги на национальной бирже Henry Hub в Соединенных Штатах, то на день сегодняшний стоимость газа, если и выше, чем в России, то немногим. Одно время она практически совпадала, сейчас стало немножечко дороже, там порядка $120 за 1000 кубометров, но тем не менее, если сравнивать с тем, что происходит в Европе, да и, собственно говоря, с тем, что происходит в Китае, да, значительно дешевле, можно выигрывать. Овцы целы, волки сыты, Европа находится в рифме к этому слову, то есть в объятиях Пенелопы, Соединенные Штаты на коне. Трамп обещал избирателям, что будет доминировать на мировом энергетическом рынке. Вот он увеличил доминирование, все в порядке. Газ из Соединенных Штатов в слишком больших объемах не увозится? Нет, не увозится. Где-то вдали, в ямальской тундре, тихо хихикает Алексей Миллер, который не продает в Европу кубометров газа, больше не стало. Он все продает трубопроводный газ американской компании. Звучит, на мой взгляд, так же замечательно, как китайско-еврейский железнодорожный мост. Может быть такая комбинация на основании вот той информации, которую мы из ЦУГа получили? В принципе, да. Получим мы какие-то уточнения этой информации от ЦУГа, от суда кантона ЦУГ? Может быть. Напомню, что второй пункт – это возможность подать апелляцию куда угодно, там, в соответствующие швейцарскому законодательству места. Вот если кто-нибудь подаст иск против решения суда, ну, тогда будет точно получена новая информация. Если все промолчат, будем продолжать заниматься гаданием на кофейной гуще и дальше. До той поры, пока не выяснится, что где-то внутри Nord Stream 2 АГ присутствует мистер Линч, мистер Кинч, Ринч и прочие, не знаю, какие у них там еще фамилии в ходу у всех этих мистеров. Продолжаем наблюдать. Будем надеяться, что вот эти юридические, экономические, политические загадки рано или поздно свои ответы получат. А мы о них узнаем. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещаем на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.